Привет, меня зовут Сергей, и сегодня у нас с вами будет очень простой урок по созданию вот такой 3D свечи. Если вы уже делали ранее подобные фигурки, то этот урок абсолютно для вас никаких сложностей не составит. А для тех, кто такие фигурки раньше не делал, я постараюсь максимально подробно и понятно объяснить, как эта свеча делается. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок, ряды на нем расположите ровно, друг относительно друга, и обратите внимание на расположение открытых сторон столбиков. В первых двух рядах открытые стороны столбиков смотрят в правую сторону. На дальнем ряду открытые стороны столбиков смотрят влево. Плетение мы начнем с создания фитиля и огонька свечи, а в дальнейшем создадим основную ее часть. Начинаем с фитилька. Для этого нам понадобится одна резинка черного цвета. Скручиваем ее на пальцах в 2 оборота. И накидываем с первого на второй столбик ближайшего к нам ряда. Теперь возьмем одну резинку красного и одну резинку желтого цвета. И накидываем со второго столбика вот этого ряда на третий столбик центрального ряда. Теперь вновь возьмем красную и желтую резинку одновременно и накинем уже по ближнему ряду со второго на третий столбик. Теперь возьмем просто желтую одну резинку и накинем с третьего на четвертый. И по левому ряду тоже накинем с третьего на четвертый столбик. Вот такая основная часть фитилька и огонька. На последний столбик, где у нас есть резинки, нам нужно накинуть одну желтую и закрутить ее здесь 4 оборота. Накидываем, получается 1 оборот, закручиваем второй, закручиваем третий и 4 оборот. Теперь этот фитилек мы с вами будем плести. Заводим крючок внутрь 4 столбика левого ряда и захватываем резинку, которая находится выше. В моем случае эта резинка относится к центральному ряду, и поэтому я ее к левому ряду, поэтому я ее и накидываю вот сюда. А другая резинка уже относится к центральному ряду, поэтому я ее изнутри высовываю и накидываю на столбик центрального ряда. Теперь здесь захватываем пару, накидываем вот сюда, и здесь захватываем пару, накидываем на второй столбик левого ряда. И теперь нам осталось изнутри захватить лишь черную резинку, скрученную вдвое, снять со столбика и накинуть на первый столбик левого ряда. Теперь получившуюся конструкцию мы с вами снимаем со станка. А те резиночки, которые у нас здесь накинуты, черные, мы их все засовываем на крючок и снимаем. Вот такая заготовка огонька у нас получилась, и именно с нее и мы начали плетение. Теперь давайте возьмем 2 резинки того цвета, который вы будете использовать для плетения основной части свечи, накинем на кончик крючка и заготовку огонька скинем на эту пару бирюзовых резинок. Вторую часть пока временно накину на крючок, а временно, потому что нам сейчас нужно сделать следующее. Нам нужно со станка снять центральный ряд. И мы с вами делаем это специальным рычажком. Засовываем и вот так поддеваем. Раз, два. С этой стороны тоже поддеваем, как будто бы рычажком. И тогда центральный ряд у нас очень легко снимается. И откладываем его в сторону. Все дальнейшее плетение мы с вами будем делать на оставшихся 2 рядах. Теперь на нашем крючке сейчас 2 пары петелек. Нам нужно взять одну пару и накинуть на любой столбик ближайшего ряда. А другую часть этой резинки нам нужно накинуть на 4 столбик дальнего ряда. 4, если считать вот отсюда. 1, 2, 3, 4. И вот он, 4 столбик дальнего ряда. Далее берем еще пару таких же бирюзовых резинок, и все тело свечи я буду именно из резинок такого цвета делать. Теперь заводим крючок внутри черных резинок, накидываем
сюда две резиночки бирюзового цвета, немножко поднимаем вот этот фитилек и протаскиваем внутри черных пару бирюзовых. Одну часть накидываем на столбик, который противоположен вот этому, а другую часть накидываем на столбик дальнего ряда. И получилась у нас широкая буква X, и между этой буквой X у нас два пустых столбика. На них мы сейчас тоже резинки накинем. Возьмем еще пару бирюзовых, оттянем немножко фитилек и протащим сквозь черные резинки крючок. Накидываем сюда бирюзовые и вытаскиваем их с другой стороны черных резинок. Одну часть накидываем на этот столбик, а другую часть накидываем вот сюда. Таким образом, эта резинка у нас проходит по диагонали, и нам осталось накинуть еще вот сюда резинку, тоже по диагонали. Точнее, не одну резинку, а пару. И поступаем мы точно так же. Отодвигаем немножко фитилек, заводим сюда крючок, накидываем пару резинок на кончик крючка и вытаскиваем внутри. С другой стороны, одну часть накидываем на пустой столбик и другую часть накидываем тоже на пустой столбик, но дальнего ряда. На всех столбиках резинки опускаем максимально вниз, потому что сейчас мы будем накидывать следующий слой. Следующий и все последующие слои будут у нас состоять из двух резинок. Накидываем две резинки на эти столбики, еще две резинки накидываем на следующую пару столбиков. Две резинки дальше идут, еще две резинки дальше. И весь вот этот прямоугольник мы как бы обвиваем резинками, делая второй слой. Предпоследняя пара. И, наконец, последняя пара замыкает этот прямоугольник. Теперь обращаем внимание на боковую сторону столбиков. Здесь мы видим резинки нижнего и верхнего ряда. На каждом столбике нам нужно захватить пару резинок нижнего ряда и с внешней стороны скинуть их внутрь прямоугольника. На следующем столбике поступаем так же, берем пару и скидываем внутрь. Следующую пару берем и тоже скидываем внутрь. Четвертая пара тоже скидывается внутрь. Когда с этой стороны все сделали, то мы просто разворачиваем станок другой стороной и повторяем ту же самую операцию. Отсюда пара резинок нижнего ряда, отсюда пара резинок нижнего ряда, отсюда и с последнего столбика. Раз. Все, со всех столбиков резинки нижнего ряда мы скинули с внешней стороны внутрь. Теперь на всех столбиках резинки опускаем вниз и повторяем ту же самую операцию, которую делали только что. То есть накидываем по прямоугольнику резинки парами и затем снимаем резиночки нижнего ряда. Но теперь нижний ряд у нас состоит не из двух резинок, как раньше, а из 4. На каждом столбике 4 резинки нижнего ряда и 4 верхних. Нам нужно захватить все 4 резинки нижнего ряда и скинуть внутрь. Здесь тоже все 4 захватываем. Еще раз. Еще раз. Разворачиваем станок и повторяем точно так же. 4 внутрь, 4 с внешней стороны внутрь, еще раз и последний раз. Опять опускаем все вниз. И таким образом вам нужно сделать еще, например, 7 слоев. Почему я говорю например? Потому что это связано с тем, какой высоты вы хотите сделать вашу свечу. Если вы хотите ее сделать не очень высокой, то вам вполне хватит 7 рядов. Если же вы хотите ее сделать более высокой, то сделайте, например, 10-12 рядов. А после того, как мы это сделаем, то мы с вами приступим к созданию лица из глаз, рта и щечек. Итак, сейчас делаем 7 рядов вот таких, которые только что делали, накидывая резинки парами и снимая резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь.
Итак, я сделал еще 7 рядов. Если же вы в процессе своей работы сбились со счета и думаете, а может быть я 6 рядов сделал, а может быть 10, не знаю, не помню уже, то абсолютно ничего страшного, не переживайте. И в 10 рядов и 12 рядов, если вы, например, сделали, то будет в любом случае красиво и классно. Если вы корпус свечи еще не вытянули наверх, то вы можете это очень просто сделать, просто потянув за вот этот огонек. И тогда корпус вытянется наверх, и у вас на данный момент будет примерно вот такой вид изделия. Сейчас мы с вами будем начинать создавать лицо. И лицо у нас будет состоять из глазок, рта и щечек. Сейчас будет слой с глазами, а глаза мы с вами будем делать из резинок черного цвета. Беру резинку одну и накручиваю ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Далее беру 2 резинки вот этого бирюзового цвета, из которого я свечу делаю. Накидываю на кончик крючка и сюда скидываю все 4 оборотика. Теперь эту резиночку мы с вами накидываем вот на такие столбики. Один столбик пропускаем, а накидываем резинку на 2-й и 3-й столбик. Это у нас получился один глаз. Теперь нам нужно сделать 2-й глаз. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборота резинку на крючке. Вновь берем пару бирюзовых резинок, накидываем на крючок и скидываем сюда все 4 оборотика черной резинки. И размещаем эту заготовку для 2-го глаза на 3-й столбик, а другую часть на 4-й столбик. 2 глаза у нас, получается, закреплены. На всех остальных парах столбиков мы накидываем просто по 2 бирюзовых резинки, чтобы у нас получился полноценный слой. То есть сюда идет пара, по дальнему ряду идет по всему парами накидывания. 1, 2, здесь 3, 4. И замыкаем этот квадрат последней парой бирюзовых резинок. Вот так. И по всему прямоугольничку у нас получился полноценный ряд. А сейчас, как обычно, снимаем резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь на каждом столбике. По 4 резинки у нас получается. И остается по 4, и снимаем мы тоже по 4. Предпоследний столбик и последний столбик. Замечательно. Можно еще вновь вытянуть заготовочку наверх. И сейчас мы с вами займемся созданием щечек. Для щечек я буду использовать резинки красного цвета. Возьмем одну резинку красного цвета и накрутим ее на крючке 1, 2, 3, 4 оборота. Берем 2 бирюзовых и поступаем точно так же, как сейчас делали и с глазами. Натягиваем и скидываем сюда. Размещаем одну часть на 2-й столбик, а другую часть на 3-й столбик. Если считать, конечно же, вот отсюда. И еще одну щечку сделаем по той же технологии. 1, 2, 3, 4 оборота красной. Берем 2 бирюзовых, накидываем на крючок и скидываем 1 и 2. Замечательно. Размещаем на 3-м и 4-м столбике. На всех остальных столбиках для завершения этого ряда накидываем просто резинки парами. 1 пара. Далее 2. 3. 4. 5. И последняя пара замыкает этот прямоугольник, этот слой. Как обычно, снимаем нижний ряд с внешней стороны внутрь на всех столбиках. Опускаем резиночки вниз на всех столбиках. И сейчас нам нужно сделать ротик. Ротик будет состоять из одной черной резинки. Нам нужно взять ее и накрутить на крючке всего 2 оборота. 1
и 2. Вот 2 оборота она накручена. Теперь крючком захватываем третий столбик, а точнее все резинки с этого столбика. Этот столбик находится между глазами и щечками. И скидываем на все 4 резинки этого столбика скрученную вдвое резинку черного цвета. Скинули. Теперь все резиночки снимаем со столбика и продвигаем черную ближе к корпусу свечи. После того, как мы продвинули эту черную, возвращаем на крючок обратно 4 этих резинки. И получается, что резиночка у нас с вами находится вот здесь, за столбиком. Опускаем вниз и сейчас делаем самый обычный ряд, накидывая пары резинок на каждые 2 столбика. Сюда пара. Еще. С каждого столбика снимаем, как обычно, резинки нижнего ряда. Далее сделайте еще несколько рядов. А количество рядов зависит от того, какой высоты вы хотите видеть готовую свечу. Я думаю, что хватит примерно 12-13 рядов. Но вы уже сами в процессе плетения будете смотреть, достаточная у вас высота этой свечи или еще нет. И тогда сделаете еще несколько. И я тоже сейчас сделаю несколько обычных рядов. Ну вот я набрал еще несколько слоев, и на данный момент фигурка у меня выглядит так. Я думаю, что достаточная уже высота, и поэтому мы сейчас займемся завершением этой фигурки. И по сути нам сейчас нужно все резинки, которые находятся на столбиках, снять на пару резинок. Но делать мы это будем безопасным способом, а именно так. Берем пару резинок и накидываем на любые 2 столбика. Я, например, вот на эти крайние накинул. Теперь на эту пару резинок мы с вами скидываем резинки нижнего ряда с этого столбика и с другого столбика. Далее эту пару резинок, верхнюю, мы с вами перемещаем на следующий столбик с одной стороны, и с другой стороны тоже перемещаем на следующий столбик. И опять снимаем резинки нижнего ряда на эту пару. Раз. И с другого столбика тоже 2. Далее вновь перемещаем эту пару уже на следующий столбик. Здесь снимаем 1. С другой стороны захватываем эту пару резиночек, накидываем на следующий столбик. И снимаем 4 резинки нижнего ряда на эту пару. Аккуратненько вытягиваем нашу фигурку. И нам осталось снять всего лишь с 2 столбиков резинки на вот эту пару, которая у нас сейчас соединяет вот эти 2 столбика. Берем резинки, накидываем вот сюда, снимаем нижний ряд. И последний столбик остался с другой стороны. Захватываем пару, накидываем сюда и снимаем 4 резиночки. Готово! И у нас осталась на столбиках лишь та пара резинок, на которую мы и планировали снять все остальные. И сейчас нам осталось завести крючок внутрь одного столбика, где эта резинка находится, снять ее на крючок, и внутрь другого столбика тоже снять на крючок эту пару резинок. Станок откладываем в сторону, он нам больше не понадобится. Единственное, что нам сейчас осталось сделать, это вот из этой пары резинок сделать петлю. Мы просто захватываем одну часть этой пары резинок и проводим внутри другой части ее же самой. Насколько позволяет прочность ваших резинок, затягиваем петлю. И чтобы она никуда не делась и не расплелась, мы ее с вами сейчас вплетем в какие-нибудь петельки. Допустим, я завожу крючок внутрь любых петелек, захватываю эту пару и вывожу вот сюда. Далее следующие петельки, например, вот сюда завожу крючок, захватываю пару
и вплетаю ее дальше. Все, теперь она никуда не денется и не расплетется. Однако сейчас наша свеча не очень хорошо устойчива. Чтобы сделать ее более устойчивой, мы с вами возьмем палец и попробуем некоторую часть пропихнуть внутрь. Тогда эта свеча получает небольшое утолщение в нижней части и без проблем стоит. Все, наша свечечка готова. Я надеюсь, что этот видеоурок вам понравился. Был очень он простым, и вы сделаете себе такие свечки разных цветов, или, может быть, какие-то интересные сочетания цветов придумаете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы об этом уроке. До новых встреч, пока!